Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. This guy is literally me. Нет, речь тут не про Райана Гослинга, а про очень уставшего человека из игры Exhausted Man. Переводится как «измученный человек». В измученном человеке необходимо помочь персонажу провести решающую для него ночь с пользой. Звучит просто, однако задача осложняется тем, что герой смертельно устал. Но спать ему никак нельзя, поэтому все действия придется выполнять лежа. Протагонист должен завершить несколько заданий. Каждая из них отнимает определенную часть оставшейся энергии. Чем сильнее утомится подопечный, тем чаще он будет зевать и призывать сонные пузыри, которые отправляют в царство Морфея. Пережить ночь поможет еда. Утолив голод, персонаж в прямом смысле засветится, обретет силы и начнет быстрее ползать. Ходить, к сожалению, не дадут. По словам основателя Candleman Games, Гао Мина, идея создать Exhausted Man посетила его после одного из геймджемов. Темой того самого мероприятия стала фраза «истощение энергии». Скриншот Гао Мина с уставшей моделькой, вот этой, вызвал позитивную реакцию, поэтому он продолжил развивать идею. На itch.io вышел прототип. Дизайн конечностей в виде лапши появился позже, когда дизайнер создал промо-арт в подобном стиле. По мнению команды, это подчеркнуло усталость героев. Exhausted Man готовится выйти 25 июля на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch с переводом на русский язык. В сети появился скриншот новой BioShock. Разумеется, не официальный, а слитый, поэтому показать его тут я не могу. Кому интересно, welcome на сайт. Картинкой с журналистами сайта MP First поделился неназванный художник по визуальным эффектам. Скрин, правда, не первой свежести, датируется аж 2021 годом. На скрине можно поразглядывать интерфейс, скайбокс, дизайн рикошетного дробовика и какую-то светящуюся, похожую на солнце в миниатюре штуку. Еще на картинке присутствует куча мелкого текста. Вот у нижней границы заметили кодовое название игры — Parkside. О том, что следующую BioShock разрабатывают под таким названием, журналист Джейсон Шрайер рассказывал еще в 2019 году. Parkside, к слову, встречалась и в недавней утечке Epic Games Store. Хоть 2K и не спешит делиться подробностями об игре, какую-то инфу уже доставали инсайдеры. Известно, что действие новой BioShock происходит в изолированном городе Борей в Антарктике 60-х. За разработку отвечает команда Cloud Chamber. В настоящее время студия активно нанимает новых сотрудников. Когда в 2015-м вышла Ведьмак 3, некоторым игрокам не понравилось обильное использование ведьмачьего чутья, подсвечивающего все важные квестовые объекты. К тому моменту такой игровой прием уже успел превратиться в штамп, но в момент создания игры CD Projekt считала чутье очень свежей идеей. Об этом рассказал известный дизайнер квестов Павел Саска. Говорит: когда начиналась разработка The Witcher 3, нам казалось, что геймплейный цикл с подсвечиванием улик свежий. Держите в уме, что это был 2012 год. Кажется, тогда успела выйти только одна часть Batman Arkham и все. Думаю, другие игры, в которых был схожий цикл с уликами, еще не добрались до рынка. Не было еще Tomb Raider, новых Deus Ex, всех тех игр, после которых, как мы знаем, нам всем так надоело искать улики и изучать их. Как считает Саска, в Каменных сердцах и в Крови и вине команда уже вынесла важные уроки из механики улик, но пиком в этом плане стало дополнение для Киберпанка. Саска даже похвалил свою компанию в этом интервью. Не было ситуации, как в The Witcher 3, где происходило что-то типа: «О боже, еще один кровавый след, еще одни следы монстра. Сколько мы уже через это проходили?» Если кому интересна судьба этого работяги, кстати, то сейчас Саска повысили до помощника гейм-директора. Он работает над сиквелом Cyberpunk 2077. Пожалуй, единственной игрой, анонсированной для PlayStation VR 2 на прошедшей State of Play, заслуживающей внимания, стала Skydance's Behemoth, а новый трейлер точно поднимет ее еще выше в рейтинге ожидания определенной аудитории. Главный герой игры проклят. Яд в его жилах постепенно убивает его, но и дает нечеловеческую силу. Поэтому с помощью лука он способен отстреливать врагам конечности, а также разрубать противников пополам топором. Также головы местным болванчикам можно не просто отсечь от туловища. Удачный удар снимет лицо жертвы. Можно было бы расчехлять купюры, чтобы закупаться VR от Sony, но проект заглянет не только на PSVR 2, но и в Steam, а также на шлемы линейки Quest. Поиграть можно будет когда-то осенью. В судебном разбирательстве не уследили за документами. Никогда такого не было, и вот опять. На этот раз пострадала Valve. В архивах судебного разбирательства Volfire против компании Гейба обнаружили документ, раскрывающий скромную численность Valve по годам и отделам. В общих чертах эта информация была известна и раньше, но теперь у нас есть еще одно доказательство. По меркам своего влияния в индустрии Valve остается удивительно маленькой компанией. Портал The Verge приводит подробную таблицу по данным с 2003 по 2000
2021 год, но перечислять все смысла никакого нет, так что расскажу только о 2021. 3 года назад в Valve трудилось 35 управляющих, и получали они все вместе 158 миллионов баксов. На 181 человека из разработки уходило почти 200 миллионов в год. Это про игры. Разработчики Steam же делили 76,5 лямов на 79 человек, а проектировщики железа чуть меньше 18 лямов на 41 сотрудника. Но интересны не столько зарплаты, сколько маленькость Valve. Компания, которая занимается одновременно одной из ведущих мировых игровых платформ, различным железом и несколькими громкими играми, по своим размерам все равно остается меньше, например, Larian и Naughty Dog, которые разрабатывают исключительно видеоигры и ничего больше. Кстати, именно скромные размеры Valve являются одной из основных судебных претензий компании Volfire. Мол, создатели Steam забирают себе непропорционально большой процент с продаж, который не требуется для уверенного развития Valve. Она получала годовую прибыль по 15 миллионов на каждого сотрудника. До выхода Baldur's Gate 3 Larian уже была уважаемой студией, однако триквел стал для команды настоящим трамплином. В беседе с журналом Edge Свен Винке поделился, что вообще-то кроме Балдуры студия рассматривала и еще пару крупных серий для того, чтобы реализовать свой творческий запал. В качестве кандидатов Винке определил сразу 3 серии. Говорит, это могли быть Ultima, Fallout или Baldur's Gate, выбирать особо было не из чего. Судя по словам руководителя, Врата Балдура стали первым выбором коллектива. Винки поделился, что Larian могла поработать над Baldur's Gate еще в конце 90-х, но тогдашний издатель студии опасался, что BioWare выведает ценные коммерческие секреты, поэтому сотрудничество не случилось. Винки жалеет, что не стал вести переговоры самостоятельно. Также Свен Винки признался, что Larian была на грани того, чтобы упустить лицензию для создания Baldur's Gate 3. Дизайн-документ для потенциального хита пришлось составлять в попыхах, когда девелоперы завершали работу над Divinity Original Sin 2. И то, что специалисты в итоге набросали, Винки охарактеризовал так: это было очень плохо. В ответ Wizards of the Coast прислала отписку на корпоративном языке, которую можно расшифровать как «ну и дерьмо». Однако Larian сумела объяснить ситуацию, поэтому Wizards of the Coast дала команде еще один шанс. И не зря, какой хит в итоге получился. С другой стороны, от троллевки по Fallout я бы точно не отказался. Nintendo Switch победила бабку. Бабка — это старенькая консоль NES, конечно. Switch перехватил у старушки звание самой долгоживущей домашней консоли Nintendo. С момента запуска гибридный Switch прошло 2687 дней, в то время как NES получила преемницу в виде SNES спустя 2686 дней. Первым на это внимание обратил портал VGC. Если верить последним вестям, новую Switch должны представить до конца марта 2025, поэтому обычный Switch вполне может улучшить свой показатель до более чем 2920 дней без наследника. Но все-таки у Nintendo есть не только домашние консоли, но и портативные. Если же учитывать абсолютно все игровые устройства компании, рекордным станет оригинальная Game Boy. Ее результат — 4352 дня без преемницы, коей стала Game Boy Advance. Так что запихивайте пробку обратно в шампанское, если зачем-то решили отпраздновать эту странную победу Switch. Хотя она наверняка не запихнется, так что хотя бы отпразднуйте выход видоса долгостроя под названием «Один день из жизни Stop Game». Ролик о закулисье нашего сайта готовился очень долго, и вот он вышел. Переходите по ссылке и смотрите. Еще там же, на сайте, лежит обзор Zenless Zone Zero от Кирилла Волошина. Обязательно прочитайте. Хорошего вам понедельника. Пока!